Всем привет! Вы находитесь на канале Радости частного дома, и с вами, как всегда, Вадим. И сегодня я хочу затронуть тему красных листьев на клубнике. У многих клубника одна из самых любимых ягод. Однако плодоношение может и не наступить, если растения одолеют серьезные недуги, например, покраснение листьев. Как же справиться с этой проблемой? Покраснение листьев может наблюдаться на протяжении всего вегетационного периода. И у этого явления может быть несколько причин. Первая причина – нехватка азота. Нехватка элементов питания, в особенности азота, приводит к изменению окраски листьев. Причем куст обычно краснеет не по частям, а целиком. Поэтому важны регулярные подкормки, особенно весной, комплексными минеральными удобрениями. Вторая причина – бурая пятнистость клубники. Загущенные посадки и отсутствие правильного ухода могут привести к грибковым болезням, и одна из самых опасных – это бурая пятнистость. На листьях сначала образуются небольшие коричневые пятна, со временем они сливаются, и вся листовая пластинка приобретает красно-коричневый цвет. Такие кустики клубники кажутся обожженными, вскоре они засохнут. Чтобы этого избежать, периодически прореживайте растения, своевременно удаляйте сорняки, больные сухие листья, на которых сохраняются споры грибка. Клубничные посадки должны хорошо проветриваться, особенно после дождя или полива. В целях профилактики перед цветением и осенью после сбора урожая опрыскивайте клубнику бордоской жидкостью 1 литр на 10 квадратных метров или примените хом. Третья причина – неблагоприятные условия. Иногда покраснение листьев могут вызывать резкие перепады температуры и высокая кислотность почвы. Чтобы этого избежать, в северных регионах на ночь рекомендуется накрывать грядки, а если почва на участке кислая, необходимо применить известь. Естественное покраснение листьев клубники. Осенью световой день становится короче, и в результате чего в листьях происходит естественное разрушение хлорофилла. В первую очередь краснеют старые листья, затем молодые. В итоге к зиме краснеет большая часть куста, за исключением точки роста. Это естественный процесс, поэтому такой недуг лечить не нужно. В моем случае покраснение только начинается, и в этом случае, естественно, мне клубника сигнализирует о том, что ее необходимо подкормить. Как видите, в принципе, вся листва клубники ярко-зеленого цвета, то есть никаких заболеваний я на ней не наблюдаю, просто она начинает мне подавать сигналы о том, что ей что-то не хватает в земле. Поэтому я произведу сегодня подкормку комплексным удобрением, чтобы уже точно не ошибиться, как говорится, что нужно клубнике. Покраснение листьев мы также можем наблюдать на нижних листьях. Это нормальный процесс, когда старые листья начинают отмирать, а новые зарождаться. Это все естественный процесс идет в течение всего сезона. Они могут сначала краснеть, потом вот я его, как сейчас показываю, желтеть и в конечном итоге засыхать. Такие листья необходимо убирать с грядки. Подкармливать клубнику я буду вот таким вот замечательным комплексным удобрением ому для клубники и земляники. Я уже вам показывал в том году, как таким удобрением подкармливать и сколько необходимо вносить этого удобрения в клубнику. Если хотите, можете посмотреть. Желаю вам всем больших и хороших урожаев. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.